Всем привет! В данном видео я покажу самый простой способ, как играть по сети в Tekken 3 и другие игры PlayStation. Итак, для этого мы будем использовать Аркадизию. Почему именно Аркадизию? Потому что игры с PlayStation и других консолей порой требовали определенных настроек эмулятора, а в Аркадизии все эти персональные игровые настройки сразу скачиваются при создании игры, наряду с сейвстейтами. Ссылка на арку будет в описании видео. Если упрощенно, то Аркадизия — это развивающийся аналог Файткейда, но с упором на роллбэк неткод. На момент записи данного видео в Аркадизии вы можете играть в игры PlayStation, Dreamcast, аркадных автоматов и с недавнего времени еще и с Sega. Апдейт для хака Ultimate Mortal Kombat 3 был совсем недавно. Также, судя по информации от самого разработчика Аркадизии Рена, в этом году должны появиться реплеи для PlayStation и аркад, поддержка PlayStation 2 и PSP с роллбэком. Тут в частности имеется в виду Tekken Dark Resurrection. Насчет того, будет ли роллбэк у остальных игр PSP, сказать ничего не могу. Итак, по ссылке из описания видео мы попадаем на данную страницу. Нажимаем «Скачать для Windows». Устанавливаем. Если не запускается, значит вам нужно скачать VK Redist по той же ссылке. Если кто-то до сих пор сидит на Windows 7, то у вас Аркадизия работать не будет. Также для связи нам может понадобиться аналог Hamachi Redmin. Если у вас белый IP, то вам это скорее всего не понадобится, если хостом будете именно вы. Для Redmi название сети и пароль будут в описании. Запускаем Аркадизию, вводим никнейм, логинимся, нажимаем вкладку Create Session. Дальше нажимаем Import Game, находим наш образ, конвертируем. Дальше снова жмем Create Session, выбираем задержку. Тут, как правило, для игроков из одной стороны ставят единичку или двойку. Чем ближе игроки друг к другу, тем меньше. Если игрок из соседней стороны, то тройку, но обычно, если разница в расстоянии между игроками очень большая или у кого-то плохой интернет, то даже это не сильно поможет. Аркадизовская нетплей версия DuckStation, в отличие от старой, имеет в своем функционале возможность разделять управление между игроками. Для этого нужно создать сессию на 4 или на 3 игроков. Управление шарится между первым и третьим игроком и между вторым и четвертым. Это позволяет играть в Tekken 3 в режиме Team Battle втроем или четвером. Разумеется, это можно использовать и в других играх, но в частности это хорошо работает в файтингах, где был режим Team Battle, например Dead or Alive, Tekken 3, Kamen Rider V3. Теперь перейдем к настройке управления. Для этого запустите Tekken 3 и создайте сессию в режиме Private. Дальше в настройках DuckStation зайдите в Settings, Controllers, Controller Port 1. Хочу предупредить заранее, что те, кто играют с клавиатуры, должны настраивать кнопки только в английской раскладке, иначе в игре у вас кнопки работать не будут. Также в горячих клавишах вы можете настроить кнопки для сокрытия информации о десинках и кнопку для активации чата. Если вы играете с дополнительными шифтами, то вам нужно будет эмулировать их в настройках эмулятор, сделав конфигурацию для Tekken. Это нужно для того, чтобы при игре втроем или вчетвером внутриигровые конфигурации игроков не пересекались, так как все игроки в Tekken используют персональные бинды, и настройки между игроками могут не совпадать. Во вкладке Controller Port 1 нажмите «Автоматическое сопоставление» и выберите ваш геймпад, если вы играете с геймпада. Если вы играете с клавиатуры, то нажмите Clear Mapping и назначьте кнопки с соответствующим клавишам. Также, если вы планируете играть во что-то еще, кроме Tekken в DuckStation, то вам нужно будет сделать базовую конфигурацию управления. Для этого, после того, как вы назначите все клавиши соответствующим кнопкам, нажмите внизу New Profile, New Input Profile и назовите, например, Default. Дальше вам предложат скопировать назначенные клавиши для нашего нового базового профиля. Нажмите Yes. После этого снова нажмите на кнопку New Profile, New Input Profile и создайте профиль для Tekken, который мы сейчас будем редактировать. Вернитесь во вкладку Controller Port 1 и нажмите правой кнопкой мыши на кнопки L1, L2, R1, R2, чтобы их очистить. Далее нам нужно будет назначить шифты с помощью кнопок эмулятора. Для этого, держа зажатой кнопку Shift, нам нужно будет кликнуть на соответствующие кнопки удара и во всплывшем окне нажать Add Binding. Таким образом мы дублируем наши настройки ударов на соответствующие шифты.
для того, чтобы не использовать внутриигровые. Потом нажимаем «Создать новый профиль», называем его, например, Tekken, нажимаем Yes. Потом в левом нижнем углу вы можете выбрать нужный нам игровой профиль и нажать «Загрузить». Профили загружаются в общий, и он становится активным. В любой момент вы можете зайти в настройки и загрузить другой. После того, как мы все настроили и проверили, что все работает как надо, мы можем создать открытую игру или зайти к кому-либо. Для того, чтобы зайти к кому-либо с помощью Радмина, игрок должен быть в одной сети с вами. Он должен создать открытую игру или закрытую в Аркадизии. Игрок, который будет присоединяться, должен будет использовать уже сам эмулятор DuckStation, так как вам нужно будет вводить IP игрока хоста из Радмина. Этот способ касается в основном тех игроков, у кого будут проблемы при обычном коннекте в Аркадизии. Также еще хотел бы сказать, что в Аркадизии вы можете играть в некоторые моды для существующих игр. Например, мультиплеерный мод для Spyro 2x2, Childhood и AI Revenge моды для 4-го Twisted Metal, турнаменты базы Edition для Mortal Kombat Trilogy, Inspired Wrestling для 2-го SmackDown и другие. Ссылку на патчи я прикреплю в описании к видео. Для того, чтобы пропатчить игру, вам нужен будет оригинальный ROM с игрой и патчер Xdelta UI. На этом все.